Добрый день, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодняшнее свое видео я посвящаю вопросу, который каждый год вызывает жаркие споры среди христиан самых различных конфессий. Это такой вопрос: когда правильно праздновать Пасху? Эта тема особенно остро стоит именно в этом 2026 году, когда даты у западных и восточных христиан снова разойдутся. Согласно классическому правилу, установленному еще на Никейском соборе в 325 году, христианская Пасха определяется очень четко. Это первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием. Никаких дополнительных искусственных барьеров в оригинальной формуле не было. Отцы собора хотели, чтобы праздник опирался на астрономические реалии и был общим для всех христиан, без зависимости от иудейского календаря. В 2026 году астрономическая картина складывается следующим образом. Весеннее равноденствие наступает 20 марта 2026 года в 17:46 по московскому времени. Это реальный астрономический момент, когда день и ночь становятся равными. Первое полнолуние после равноденствия 1 апреля 2026 года. Это так называемая Pink Moon или розовая луна. Точное время около 3 часа 12 минут UTS 2 апреля. Следующее за этим полнолунием воскресенье – это 5 апреля 2026 года. Именно поэтому католическая церковь, большинство протестантских деноминаций и все, кто следует Григорианской пасхалии, празднуют Пасху 5 апреля. С точки зрения изначального Никейского правила, это абсолютно правильно и соответствует букве и духу решений IV века. Теперь давайте разберемся с двумя искусственными ограничениями, которые со временем наложили на это ясное и логичное астрономическое правило. На мой взгляд, как юриста, эти ограничения давно пора критически пересмотреть, потому что они больше не служат ни точности, ни единству христиан, а лишь сохраняют устаревшие традиции, причем которые не соответствуют постановлению Никейского собора. Итак, первое. Фиксированное церковное равноденствие 21 марта вместо реального астрономического. Церковь в свое время решила заморозить дату весеннего равноденствия на 21 марта и отталкиваться именно от этой фиксированной
церковной даты, а не от реального положения Солнца и Земли. В 325 году это было вполне разумным приближением. Астрономические инструменты были несовершенны, и нужно было обеспечить предсказуемость праздника. Но сегодня ситуация кардинально изменилась. Мы обладаем точными астрономическими данными, современными календарями и возможностью рассчитывать положение небесных тел с точностью до минуты. В 21 веке реальное весеннее равноденствие почти всегда приходится на 20 марта, иногда на 19, и крайне редко точно на 21. В 2026 году оно наступает именно 20 марта. Продолжать цепляться за устаревшую церковную таблицу 21 марта – это уже не проявление благочестия и верности традиций, а самый настоящий архаизм. Это напоминает ситуацию, когда юрист в современном суде упорно ссылается на утратившую силу редакции закона, только потому, что так всегда делали предки. Такое искусственное требование сдвигает возможные даты Пасхи. В некоторых годах заставляет праздновать ее заметно позже, чем следовало бы по смыслу самого праздника – Светлого Воскресения Христова, которое исторически произошло после реального весеннего полнолуния. И второе ограничение, которое выглядит особенно сомнительным, это требование не совпадать с еврейским Песахом. Здесь мы сталкиваемся с еще более поздним и, откровенно говоря, надуманным толкованием, которое сильно исказило первоначальный Никейский принцип. Никейский собор действительно хотел, чтобы христиане не зависели от иудейского календаря и рассчитывали свою Пасху самостоятельно по астрономическим признакам. Отцы собора подчеркивали независимость расчета, они вводили строгий запрет на любое совпадение дат. Однако в XII веке византийский канонист Иоанн Занара, а вслед за ним Феодор Вальсамон и Матфей Властарь в XIV веке, предложил и дополнительное толкование седьмого апостольского правила. Он утверждал, что Пасха якобы не должна совпадать с еврейским Песахом, 14 Ниссана, и даже не должна приходиться в период его празднования. Если расчет дает такое совпадение, дату автоматически переносят на следующее воскресенье. Это так называемое правило Занары, Занарас провизо, которое не имеет прямой опоры в решениях Никейского собора и появилось спустя много веков. Можно сказать, именно в то время, когда произошел раскол на католическую и восточную традиции. В 2026 году еврейский Песах начинается с заходом солнца 1 апреля.
и продолжается до 9 апреля. Католическая Пасха 5 апреля попадает внутри этого периода, но не совпадает с самим 14-м Ниссаном. С точки зрения оригинального никейского постановления здесь нет абсолютно никакого нарушения. А вот некоторые православные расчеты, основанные на юлианской основе, переносят Пасху на 12 апреля, уже после окончания Песаха. Получается, что формальное несовпадение достигается дорогой ценой, отходом от реального астрономического равноденствия и полнолуния. Особенно тревожно то, что это требование несовпадения выглядит как проявление антисемитизма. Создается впечатление, будто христианская Пасха не может даже соприкасаться по времени с еврейским праздником. Таким духом, к сожалению, были заражены те византийские деятели, которые в поздние века ввели это дополнительное ограничение, зависящее от даты еврейской Пасхи. И этим антисемитским по своей сути правилам сегодня заражены Русская Православная Церковь, Православная Церковь Украины, ПЦУ, Украинская Православная Церковь, УПЦ, Украинская Греко-католическая Церковь, УГКЦ и многие другие православные структуры, продолжающие придерживаться старой Александрийской Пасхалии. Вместо того, чтобы просто следовать ясному астрономическому правилу Никейского собора, они добавили искусственный барьер, который больше напоминает желание подчеркнуть чуждость иудаизма, чем настоящую богословскую необходимость. Напомним очевидный исторический факт. Сам Иисус Христос был распят и воскрес именно во время еврейского Песаха. Христианская Пасха изначально глубоко связана с Песахом и хронологически, и символически. Исход из рабства греха. Искусственно разводить эти даты на неделю и больше значит в угоду позднему, средневековому обычаю отдаляться от исторической правды и астрономической точности. Почему в 2026 году правильно праздновать Пасху именно 5 апреля? Потому что в этом году все сошлось идеально с изначальным никейским принципом. Реальное астрономическое равноденствие 20 марта. Первое полнолуние после него 1 апреля. Первое воскресенье после этого полнолуния 5 апреля. Никаких искусственных сдвигов, никаких церковных таблиц, которые уже давно не соответствуют реальному небу. Просто чистая астрономия плюс воскресный день именно так, как и задумывалась в IV веке. Уважаемые друзья, я вовсе не призываю к немедленному и резкому отказу от всех традиций, но как юрист я привык обращаться к первоисточникам, к логике и к здравому смыслу.
когда современные научные возможности позволяют праздновать Пасху в полном соответствии с буквой и духом Никейского собора, а мы продолжаем держаться за средневековые приближения и позднее толкование с сомнительным историческим и этическим подтекстом, это уже не сохранение живой традиции, а ее постепенное окаменение. В 2026 году 5 апреля – это та дата, которая максимально близка к тому, как понимали и рассчитывали Пасху отцы ранней церкви в эпоху, когда наука и вера еще не были искусственно разведены в разные стороны. Спасибо, что дослушали это мое подробное размышление до конца. Если у вас есть свои мысли по поводу даты Пасхи, правила Занары или необходимости реформы Пасхалии, обязательно пишите в комментариях. Давайте обсудим это спокойно и аргументированно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если считаете, что к таким важным вопросам нужно подходить с ясной головой, уважением к фактам и первоисточникам. С вами был Валерий Табаков. До новых встреч!